Совсем недавно вышла третья глава популярной игры Poppy Playtime. Для некоторых людей глава получилась спорной, а для некоторых просто шедевральной. Сегодня мы вместе разберемся во всем этом и объективно оценим новую главу всеми полюбившимся игры Poppy Playtime. Погнали! Итак, скажу сразу, что третья глава явно превосходит другие две главы по масштабу и качеству. Если сравнивать первую главу и третью, то разница прям колоссальная. Но начнем по порядку. Сюжет. Сюжет в основном здесь крутится на Кэтнапе. Прототип почесал свою руку и понял, что ему нужны помощники, поэтому подчинил себе Кэтнапа, освободил Киси-Миси и так далее. И Кэтнап, в отличие от Писи-Миси, считает прототипа божеством и вечно благодарен ему за спасение. А в детском садике тут типа принимали сирот, но на самом деле позже помещали их в большие игрушки, потому что да. Ну а потом начался час радости, и все были очень рады, вот прям очень. Сюжета здесь реально стало больше. Наконец-то разработчики не томят и не боятся именно раскрывать все секреты Playtime Co. Мы уже смогли найти ответы на многие вопросы. Нам показали облик прототипа, который прям создан, чтобы с ним пофайтиться. Наконец-то Поппи дала возможность нам подойти ближе, чем на 10 метров к себе. Писи-Киси тоже тут как тут. Короче, сюжет нам раскрывает очень хорошо, за это респект. Теперь ближе к графике. Графика стала заметно лучше. Больше всяких деталей, локаций. Нам дали изучить буквально целый городок. Везде свои преграды и, что немаловажно, везде свои враги. Наконец-то главный враг, в нашем случае Кэтнап, не является единственным врагом, что очень круто. Это насыщает геймплей и не дает заскучать. Опять же, по сравнению со второй главой, игра стала длинней, интересней и, что самое главное, страшней. Да, это официально самая, как минимум, напряженная глава. Этот сон, в котором каждый телефонный звонок кажется полным кошмаром. Это обилие врагов с разными внешностями и пугательными элементами. И Кэтнап тут заметнее страшнее, чем кто-либо из врагов из других глав. А вот что касается оригинальности, тут надо еще подумать. Если честно, то тут невооруженным глазом видно, что гигантское количество врагов, геймплейных фишек и механик вдохновлено из других игр. В босс-файте тут чистый FNAF, механика атаки училки чисто SCP-173, да и вообще вся глава подозрительно напоминает Five Nights at Freddy's. Ну, это так, к слову. Хорошо ли такое количество взаимствований? Трудно сказать. Для меня лично это не главное. Главное, чтобы все это смотрелось органично и к месту. И в данном случае, мне кажется, тут все очень хорошо. Новые, невиданные ранее механики и приколюхи тоже имеют место быть. Новые руки и, естественно, новые головоломки для них прям очень хороши. Опять же, головоломки для меня просто люто бесячий момент, как и во всех главах. Ну невозможно мне жить на одной планете, где обилие головоломок превосходит сюжет и элементы страха. Но, как говорится, для всего свой любимчик. Именно поэтому Poppy Playtime имеет большую аудиторию. Единственное, что мне не понравилось, это Кэтнап. Нет, персонаж он отличный, но тот факт, что нам тупо всю игру звездели про то, что Кэтнап это смерть с хвостом, а потом он подыхает на изи, меня вводит в ступор. Кэтнап, по сути, начинает на нас охоту в самом конце главы, и после игры в кошки-мышки тупо подыхает. Все, конец, занавес. По сути, Олли нам тупо лапшу на уши вешала, когда говорила, что Кэтнап выжидает идеальный момент, чтобы наброситься на свою жертву, когда она бессилена. Вообще бред. Да и вообще Кэтнап не держит нас в напряжении, в отличие от мамочки длинные ноги. Но мне понравились маскоты. Эти зверюшки все с разными характерами и хобби. Свинья любит жрать. Медведь тут вообще самый адекватный, мне кажется. И по сути, хоть это и не теории, но мне кажется, что 4 глава Поппы будет финальной, так как сама Поппа сказала, что это последнее препятствие перед прототипом, а значит нас ждет долгожданный финал. В общем, глава мне в целом понравилась. 1,5 года ожиданий, как мне кажется, явно пошли не зря. Разработчики явно стараются над своим детищем и работают на все 100 для получения вот такого результата, которого я считаю достойным. В этом детском садике было очень вайбово находиться, и мне очень жаль, что игра закончилась. А если я жалею о конце игры, считайте, что она мне понравилась.
можно вообще спорить вечно, к месту ли тут были дополнительные враги по типу училки или Литл Зверят. Но, наконец-то, глава крутится не только на одном персонаже. Видно, что разработчики даже не собираются идти на снижение качества своего детища, и это важно. Я уверен, что третья глава займет отдельное местечко в комьюнити Poppy Playtime и их фанатов. Тот самый момент, когда долгое ожидание того стоило. Я лишь выразил свое мнение. По пути этого видео вы собирали свое собственное. Поделитесь им в комментариях. А на этом я это видео заканчиваю.